Всем привет! В этом выпуске мы сравним два пня, а именно Pentium здорового человека и Pentium курильщика. Иван! Ролик создан при поддержке магазина цифровых решений Moyo.ua. Прекратите себя щипать. Это не сон и не галлюцинация. Мы действительно выпустили второе видео за неделю. Этот тест планировался как небольшой развлекательный контент перед обзором Intel Coffee Lake, но нас, как обычно, занесло. Существует ошибочное убеждение, что в тестировании младших процессоров Intel, искусственно сделанных из старшего i7, нет ничего криминального. Ведь по сути они ничем не отличаются, кроме одного – разного объема L3 кэша, который, как мы знаем, ни на что не влияет. Но это пипец как не точно. И ладно бы они отличались только кэшем, но в некоторых моделях, как, например, в нашем Pentium G4560, вырезаны AVX инструкции, о пользе которых среди бомжей ходят легенды. Короче, к чему мы все это? Поговаривают, что на FPS в играх, которые нас больше всего интересуют, это практически никак не влияет. Но так ли это? Только не подумайте, что мы решили спустить собак на всех, кто когда-либо делал подобные тесты. Нет, нам просто эта тема очень интересна. Тем более на этом канале есть не одно видео со сравнением всей линейки процессоров Intel, которая была сделана из единственного имеющегося у нас в наличии процессора i7. Так что мы тоже не без греха. И хорошо, что мы предупреждали об этом. А многие не только не заморачиваются на этот счет, но и несут явную ахинею о том, что ничего страшного в этом нет. Ближе к делу. Дано Pень и Core i7 из предыдущей линейки процессоров Kaby Lake. Предлагаем сравнить, насколько велика разница между настоящим и фейковым G4560, сделанным из i7. Заодно, может, еще чего интересного выясним. Подобных тестов в интернете не так уж и много, а значит, должно быть интересно не только нам, но и вам. Но сперва о конфигах. Процессор Intel Pentium G4560. Настоящий процессор, который был куплен в магазине. Хотя называть Pentium настоящим процессором мы бы не стали. Частота 3,5 ГГц. 2 ядра, 4 потока. Кэш третьего уровня всего 3 МБ. Это важно. И мать ASRock H110M DGS. Процессор Intel Core i7 7700K. С помощью колдовства мы сделали из него подобие процессора Pentium G4560, отключив в BIOS лишние ядра и снизив частоту оставшихся до 3,5 ГГц, а также снизили частоту кэша до 3,2 ГГц. Кстати, его размер составляет 8 МБ. Материнская плата MSI Z270 Gaming M5. С ее помощью мы и смогли проделать все вышеописанное, поскольку в дешманских материнках на H110 чипсете возможность регулировки множителя ядер отсутствует. Память в обоих случаях была одинаковая – Corsair Vengeance RGB 3200. 16 ГБ двумя стиками по 8, естественно с заниженной частотой до 2400 МГц. CCD Kingston HyperX Savage 240 ГБ под винду. Именно CCD, так что не нужно умничать в комментариях. И Kingston UV400 объемом 480 ГБ под игры. И, конечно же, видеокарта. GeForce GTX 1070 Ti Gaming в исполнении MSI. 8 ГБ GDDR5 с эффективной частотой 8008 МГц. Частота графического процессора 1607 МГц с бустом до 1683. Вы хотели тесты на NVIDIA? MSI нам в этом помогли. Мощность этой видеокарты даже в стоке избыточна для наших недопроцессоров. К тому же она еще и совершенно бесшумная и холодная, в отличие от прямого конкурента в лице Radeon RX Vega 56. В общем, поводов упрекнуть нас в запоротых тестах из-за Веги будет меньше. Все комплектующие из нашего теста вы можете найти в описании под видео, как и ссылку на сервис eCatalog. Это действительно удобная штука при подборе железа по заданным параметрам и характеристикам. Тут можно сортировать по цене, почитать отзывы и выбрать самое выгодное предложение на рынке. Также сервис располагает встроенной справкой для самых маленьких. Как всегда, тестируем на свежей операционке Windows 10 с последними обновлениями и дровами. Максимальные настройки, разрешение Full HD. Запись игрового процесса производилась с помощью NVIDIA Shadow Play, а сами тесты проводились без влияния постороннего софта. Замеры времени кадра, 0,1% и среднего FPS производились программой Fraps. Поскольку разница в производительности между тестируемым железом могла быть очень мизерной, нам пришлось сделать по 5-6 прогонов на каждый тест для исключения рандома. Погнали!
Уже в первой игре нас ждал сюрприз. Сам бенчмарк не радует глаз и не поражает воображение. Тем не менее, результат оказался интересным, а поведение кривой на графиках анализа фреймтайма еще интереснее. В итоге необязательной добавкой оказались какие-то жалкие 30 кадров по среднему значению, а вот минимальный фреймрейт смахивает на погрешность. И в этот раз кэш помог бустануть FPS. Жаль, что только средний. Статоры, к сожалению, никуда не делись, и мы полагаем, что из-за них нет ощутимой разницы по 0,1%. Ведь ни для кого не новость, что игра хорошо отзывается на увеличение пропускной способности памяти, а значит можно предположить, что Battle.net из-за слабых ядер. Плавность в этой игре доступна только владельцам более производительных процессоров. Тем не менее, профит от увеличенного кэша оказался весьма немаленький, как по среднему, так и по минимальному FPS. Больший объем кэша у поддельного пня не слабо улучшает ситуацию с фризами при смене сцен в бенчмарке. А вот в самой игре вы вряд ли ощутите от этого буст, ведь средний FPS не то чтобы очень подрос. Наши недопроцы все так же не обеспечивают нормальную отзывчивость в этой игре, и хорошо, что машина медленно ехала. Но кэш, как видно по результатам, лишним не бывает, и на погрешность такое точно не спишешь. Кстати, разница в производительности на ощущения от игры никак не повлияла. Тут также без сюрпризов. Ожидаемый слив пня с кастрированным кэшем.
Мы уже привыкли к чувству печали и уныния при взгляде на фреймрейт с этими процессорами. Не помогла даже замена видеокарты. До смешного, но с настоящим гиперпнем некоторые тестовые прогоны отправлялись в мусорку из-за того, что бенчмарк в прямом смысле приостанавливался с надписью «Загрузка», давая время бедняге процу подгрузить недостающие объекты. Его аналог, но сделанный из i7, обходился без таких костылей. Снова вернемся к сорсу. И снова разницу малозаметной не назовешь. Вслед за средним подтянулся и минимальный FPS. И тут стоит упомянуть про интересный нюанс. AVX инструкции, которых нет у гиперпня. Вы ведь не думали, что мы о них забыли? Так вот, в доте с ними стало чуть получше, а при отключенных AVX игра порой банально вылетала. Неожиданный и странный результат, учитывая, что все остальные игры в тесте на включение и отключение этих инструкций не реагировали от слова совсем. Что-то результаты не очень-то на погрешность смахивают. Да, в паре тестов разница между процами действительно мизерная, но в большинстве тестируемых игр оригинальный Pentium оказался ощутимо слабее своей жалкой пародии, сделанной из i7. Причем слабее настолько, что будь такая же разница между процессорами от разных производителей, то вы бы уже такой срач в комментариях устроили. Давайте же попробуем разобраться, какое из изменений в архитектуре процессоров может приводить к подобной разнице в производительности. Первой мыслью было наличие AVX у ненастоящего гиперпня. Хоть практически все тестируемые игры, кроме, возможно, Доты, и не использовали этот набор инструкций, но можно предположить их задействование в тех же драйверах на видеокарту. С этим вопросом мы обратились к эксперту по AVX инструкциям. Нет, это не тот, о ком вы подумали. Помочь нам разобраться любезно согласился белорусский айтишник. Привет! Привет, Game One! AVX инструкции отлично подходят для линейной арифметики с большими наборами данных. Что-то сложить, перемножить, поделить. Всего этого добра в играх хватает. Трансформации, коллизии, поиск пути и всякие там симуляции. Но многообразия арифметики не так уж и много, чтобы мы смогли реально ощутить разницу между AVX и старым добрым SSE. Потому что игры это все-таки не научный софт, и тут рулят не данные, а ресурсы. Кадр в адекватной игре готов к отрисовке уже буквально за пару миллисекунд. И это те самые пару миллисекунд славы, где еще могут выступить AVX. Все остальное время чаще всего занимает отрисовка кадра, где эти AVX уже никаким боком и не применишь. Это же просто вызов функций. Короче, Склифосовский. Тебе не интересно, не мешай. Пожалуйста, дальше. Тем более, мы не забываем про компьютер-шейдер, которому пряморукий разработчик может отдать любую параллелющуюся задачу, типа поиска путей ботами, или симуляции частичек, расчет коллайдеров и прочих ништяков. Любой сейчас, имея Visual Studio на компе, может качнуть исходники сайта NVIDIA или Microsoft и попробовать скомпилировать их с AVX и без, потестить, сравнить и убедиться. Разница есть, но она совсем уж мизерная. И тут нет какого-то заговора или чего-то такого типа «разрабы еще не научились их юзать». Просто AVX инструкциям особо нечего бустить в играх, вот и все. Следующее, о чем мы подумали перед тем, как обвинить во всем недостаток кэша. Частоты системного агента, кэши и кольцевой шины. Проверили, совпадают. 800 и 3200 МГц соответственно. Значит, дело явно не в скорости обмена внутри кристалла.
И последний подозреваемый. Ненужный, по словам некоторых специалистов, размер кэша 3-го уровня. Тут хочется сделать небольшое отступление и рассказать об архитектуре кэшей в процессорах Intel этих поколений. Дело в том, что они являются инклюзивными. То есть это когда кэш какого-то уровня содержит в себе копию данных кэша уровнем ниже. При таком подходе снижаются затраты на проверку данных, содержащихся в кэшах разных уровней, но вместе с этим мы теряем в объеме. Так, для гиперпня реально доступный объем кэша последнего уровня составляет не 3, а чуть менее 2,5 мегабайт, в то время как симулянт хвастает 7,5. Разница на минуточку в 3 раза, и она уж точно не пройдет незамеченной играми и программами. Кроме этого, кэш не высечен единым куском из кремния. Хоть логически L3 и кажется монолитным, но на самом деле состоит из раздельных кусков по 1,5 мегабайта в случае Pentium и по 2 в случае i7. Получается, что в неповторимом оригинале имеем 2 блока, а в жалкой подделке целых 4. И каждый из таких блоков подключен к кольцевой шине. Процессор сам распределяет данные по блокам, пользуясь схемой хеширования, известной одному Intel. Если простым языком, то есть блоки кэша, каждый из которых имеет независимый доступ к кольцевой шине. Запросы к кэшу распределяются так, чтобы по максимуму задействовать пропускную способность. Чем больше блоков, тем больше каналов доступа к ним, и, соответственно, выше скорость кэша при той же частоте. По схожему принципу работает многоканальная АЗУ. В чем еще разница? В ассоциативности кэшей. Меньший по объему кэш Pentium обладает 12-канальной ассоциативностью, а старший камень уже 16-канальный. Оставим в стороне сухие подробности, от которых даже у нас мозги дымят. Просто скажем, что у реального Pentium чаще происходят промахи его и так небольшого кэша. А каждый промах — это долгое и мучительное ожидание данных из памяти и, соответственно, простой. Не такой уже и бесполезный оказался бесполезный L3 кэш. За исключением Контры и Ведьмака, разница между тестируемыми процессорами оказывалась в районе 20%. 20%, Карл! Вообще нам кажется, что ноги всего этого мракобесия растут от заявлений про бесполезность разгона памяти, ненужности двухканального режима и прочей ереси. Ведь кэш процессора — это одна из важных деталей всей подсистемы памяти компьютера, включая накопители. И отрицать его важность будет разве что гуманитарий. Нет. Только не гуманитарии. На этом все. Уже скоро на канале будут тесты настоящих процессоров Intel Coffee Lake. Лайк, подписка, колокольчик. И не забудьте заглянуть на канал нашего гостя. Всем пока. Я выходил на улицу, я совсем подходил к кассу, вам сразу. Что тебе, сука, ёбаная, дали AVX инструкции? Ни одна собака, блядь, не